виноградная ракия. Волшебно просто идет. Fresh Adriatic calamari. Всем привет! 20 минут назад я прибыл в аэропорт Подгорица. Сразу же получил арендованное авто и сейчас буду двигать в сторону Будвы. Но туда поеду я не по прямой дороге, а хочу поехать в объезд, захватить несколько интересных мест с множеством остановок. Сейчас конец октября, погода то, что надо, 24 градуса тепла. Говорят, что до этого здесь было небольшое похолодание, и такое ощущение, что я привез с собой теплую погоду из Израиля. Для меня это уже не первый визит на Балканы, но первый визит в Монтенегро. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Так что let's go, будет интересно. Поехали! Так, тут начинается такой крутой серпантин. И дорога очень узкая. Пока что мне везет, никто напротив меня не едет. Я решил сразу зайти с козырей. Вот этот пейзаж является одним из самых знаменитых в Черногории. Это такая своеобразная подкова. Машин здесь нету, так я останавливаюсь каждые 5 метров. Вот так вот, оставляя машину посреди дороги. Вообще дорога здесь очень опасная. Нужно очень аккуратно здесь ехать. Даже никаких заборов нету. Неверное движение и вниз долгий полет. Здесь, оказывается, есть гостиница. Выглядит, правда, она как полузаброшенная. По дороге в населенный пункт сделал вот еще такую остановку. Как здесь красиво! Просто супер! Вообще я проголодался. Буду искать ресторан. Тот ресторан, который я заранее пометил, он почему-то закрыт. Так что будем искать другое место. Так, припарковался в центральной части городка. Людей я вижу немного. Конец октября. Видимо, сезон туристический не так давно закончился здесь. Вот он, главный мост. Старый мост этого поселения. Сейчас мне рассказали, здесь можно взять экскурсию на лодке, но сейчас меня интересует еда. Рестораны почти все закрыты, есть только один, который работает. Я, наверное, в него и пойду. Попросил, чтобы мне подали что-то местное, традиционное. Мне официант порекомендовал вот такого зажаренного карпа с картошечкой. Так что сейчас буду трескать. Еще хлебушек подали. Это балканская тема, когда ты не заказываешь, но тебе все время подают хлебушек. Карп мне, в принципе, нравится, хорошо прожаренный. А вот от картошки я как-то не в восторге. Как бы холодная такая, безвкусная. Как бы когда он мне сказал, что карп будет с картошкой, я немного другую картошку представлял. Раз я уже здесь, никуда спешить не буду. Пройдемся по старому мосту. Кажется, что это всего лишь какое-то маленькое, незначительное поселение. На самом деле здесь прям вот какая-то история все же имеется. Начало которой было еще положено в 13 веке. Когда здесь жил местный правитель, в честь которого, собственно, и назван этот город. Сам Цернаевич хранил здесь свой товар, чтобы защищать его от турецкой армии. Его войска располагались здесь по соседству, в городе Цетине. Поэтому
этот город являлся стратегически важным для Черногории в то время. Ну что, тебя не кормят здесь, а? Местами тут есть какая-то запущенность. Не знаю, всегда ли так или в связи с тем, что не сезонное время сейчас. Как я понял, население города с каждым годом уменьшается все больше и больше. Люди съезжают за поисками более комфортной жизни. Резко так похолодало сейчас. Еще час назад мне было жарко в футболке, а сейчас я надел свитерок, и меня все равно холод начинает пробирать. Вот такая вот суровая балканская погода. Сейчас я заселился на горе, откуда есть прикольный обзор. Скорее всего, я это прочувствую завтра утром. А сейчас вечером я решил пройтись по старому городу. Первое впечатление, вот заходишь и везде узкие переулки. В принципе, сейчас со дня на день здесь будет Хэллоуин, поэтому тут обещают шумные, интересные тусовки. Виноградная ракия волшебно просто идет. Еще я заказал с грушей, вкус груши. Топ. 42 градуса грушевый и 45 градусов виноградный. Ракия Wine Bar. Рекомендую это место для любителей крепких настоек. Обслуживание супер вообще. Просто я приятно удивлен. Adriatic calamari. It looks good. Fresh fish. Right. Fresh Adriatic calamari. It's really fresh. Вначале я посмотрел, как это готовили, а теперь я решил сам это попробовать. Выглядит очень аппетитно. Тут еще к кальмарам подали овощи, картошечка. Гораздо лучше, чем та картошечка, которую сегодня мне подали к рыбе. В принципе, хорошая порция, и я доволен. Подружился с хозяином заведения. Напоследок он меня тортиком решил угостить. Мне ночная Будва очень даже понравилась, и я, естественно, хочу еще завтра утром сюда вернуться, посмотреть, как все это выглядит в дневное время суток. Вот так я провел свой первый день, точнее полдня в Черногории. Думаю, завтра я уже с новыми силами уже начну штурмовать новые высоты и смогу познать гораздо больше, чем за короткий промежуток времени, который у меня был выделен сегодня. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на канал, и дальше будет интересней. Пока!